Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я уже готовила у себя на канале шоколадный торт Микадо, и сегодня я решила приготовить с вами белоснежный Микадо. Я думаю, вам он очень понравится, особенно если вы готовите торт впрок на праздничный стол. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Я подготовила 200 грамм сметаны, у меня 20% жирности. Сюда же добавляем 1 чайную ложку соды, 1 столовую ложку лимонной кислоты, 2 столовые ложки свежеотжатый лимонный сок. Сюда же добавляю 3 грамма ванильного сахара, 2 яйца и все хорошо смешиваем. Все смешали до однородности, будем добавлять к муке. 700 грамм муки пшеничной высшего сорта. Просеиваю сейчас ее. Добавляем в емкость, так, чтобы нам удобно было готовить тесто. Сюда же добавляю щепотку соли для баланса вкуса. И сюда же добавляю 300 грамм масла сливочного, охлажденного. Сейчас все будем перетирать руками. Все перетираем в кружку. Делаем это очень быстро, так, чтобы масло не начало таять в руках. На канале у моей дочери есть очень много вкусной выпечки, проверенные прекрасные рецепты. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, пожалуйста. Она готовит с большой любовью. Также на американском рынке мы открыли новый канал Secret Chef. Я тоже оставлю вам ссылочку. Заходите, мои дорогие, смотрите. Рецепты не повторяются. Вот посмотрите, я все хорошо смешала. Смешиваю вот таким образом. Сильно не прижимаю, не комкаю тесто. Вот такая крупка нежная получается. Масло чувствоваться не должно. То есть, если вы комкаете, оно у вас собирается, пальчиком надавливаете, рассыпается в халву такую. Так, у нас все готово. И сейчас сюда подготовленную жидкую смесь выливаем. В рецепте есть такое, что вы можете добавить сахар в тесто. Я сахар в тесто не добавляю. И сейчас все собираем в один комочек. Должно получиться мягкое, не липнущее к рукам тесто. Вот у нас тесто уже практически готово. Все со стеночек собираем. Посмотрите, какое оно прекрасное. Все готово. Долго тесто не месим, у нас уже практически все готово. Если будем его долго месить, оно будет жестковато. Готово. Делим тесто на 8 равных частей. У меня получилось 8 шариков по 166 грамм. Закрываем пленочкой и на минут 30 в морозильную камеру. Тесто достала из холодильника. Минут 20 оно было у меня в морозильной камере. И еще в холодильнике минут 30. И сейчас берем по одному шарику и раскатываем. Подпыляем поверхность мукой. Делаем сверху надрезик. Так, чтобы нам удобнее было раскатывать квадрат. И аккуратно раскатываем. Если вам сложно раскатывать вот так на доске или на столе, то на пергамент выстилайте, и вам будет удобно. Пласт готов. Скатываем его и на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Духовка у меня уже горячая, 180 градусов. И сейчас накалываем весь корж вилочкой, вот так, и отправляем в духовку. Выпекать будем 6-7 минут до готовности. Отправляем в духовку. Обрезаем края ножом острым. Можно обсыпать потом тортик сбоку. Вот такая хрупкая крошка у нас. И вот так скалочкой измельчаем.
350 грамм сливочного масла комнатной температуры. Отправляем в емкость. Добавляем 10 грамм ванильного сахара и взбиваем до побеления массы. Итак, масло готово. И сейчас сюда мы добавляем 500 грамм сгущенного молока. У нас коржи не сладкие, поэтому сгущенки можно добавить побольше. 500-600 грамм. Все взбиваем до однородности. Вот посмотрите, крем жидковат, как раз он хорошо пропитает коржи. И потом, когда уже в холодильнике будет находиться у нас торт, он прекрасно стабилизируется. Все готово. Буду собирать торт на доске. Выстелила пергаментной бумагой. Буквально на минут 15 я выложила крем в холодильник и снова его взбила. Он немножко стабилизировался. Сейчас выкладываем на корж и распределяем шпателем. Коржи уже становятся помягче. Чем я люблю такой торт Микадо? Тем, что его можно готовить впрок. Вы его приготовили, он у вас в холодильнике, и он может 2-3 дня великолепно себя чувствовать. Через 2-3 дня он будет еще вкуснее, чем в первый день. У меня, кстати, на канале есть шоколадный Микадо. Я оставлю ссылочку в инфобоксе. Посмотрите, мои дорогие. Я думаю, вам понравится. Итак, первый корж готов. И сейчас выкладываем следующий. Как мы обычно собираем Наполеон. Вот такого же плана. Коржи очень хрупкие, поэтому все делаем аккуратно. Кстати, на Наполеон я тоже вам оставлю ссылочки в инфобоксе. Очень хорошие, удачные рецепты. Можно готовить по таким рецептам и нежный Наполеон, и хрупкий, рассыпчатый. У меня еще есть пару рецептов очень удачных. Я обязательно с вами поделюсь на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Там, где не хватает, вот так можно доложить кусочки. Я обычно, если у меня с одной стороны получился кривой корж, то я уже меняю местами, так, чтобы объем был сбалансирован с обеих сторон. Слегка прижимаем. Очень важно после того, как наносишь уже крем на коржи, оставить хотя бы в течение часа-двух торт пропитываться, а потом уже в холодильник. Также поступают обычно с медовиком. И завершающий корж. Итак, крем нанесли. И сейчас крошкой я обсыпаю края. Они у нас неровные. А сверху будем посыпать, как классически посыпают Микадо, белым шоколадом. Итак, бока готовы. Осталось сверху украсить. Белый шоколад натираем на терке. И сверху посыпаем шоколадом. Итак, тортик наш готов. Сейчас час-два он постоит при комнатной температуре, а затем мы его отправим в холодильник для стабилизации на всю ночь. Утром будем пробовать. Итак, дорогие друзья, это именно тот торт, у которого вкус раскрывается на второй и третий день, еще лучше и лучше. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Что бы вы хотели со мной еще приготовить? Я с удовольствием буду готовить для вас. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.